Приветствую, друзья! Планета словно решила встряхнуть нас. Катастрофы следуют одна за другой. Природа показывает свою мощь, и мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Сильные ливни в сочетании с высокими приливами вызвали масштабные наводнения в Южном и Западном Уэльсе. Власти 3 графств – Кармартеншир, Пембрукшир и Свонси – были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и частному имуществу. Десятки домов, ферм и дорог оказались затоплены. Наводнения привели также к транспортному коллапсу. На отдельных участках уровень воды доходил до пояса. В Свонси ситуация усугубилась проривом коллектора, в результате чего потоки воды затопили дорогу, заставив власти закрыть ее. Наводнения привели к транспортному коллапсу на отдельных участках. В Кармартеншире были закрыты школы. Также было приостановлено железнодорожное сообщение между ключевыми пунктами – Кармартоном, Фишгуардом, Милфорд-Хейвеном и Пембрук-Доком. Метеорологические службы предупреждают, что хотя пик непогоды пройден, в регионе сохраняется опасность новых подтоплений и призывают жителей оставаться бдительными. В Республике Башкортостан из-за резкого ухудшения погодных условий вчера полностью перекрыли движение для всех видов транспорта на крупном участке региональной автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Как сообщает Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям, ограничения ввели на отрезке с 67 по 222 километр, проходящим через Архангельский и Белорецкий районы. Непогода сопровождалась сильным снегом, шквалистым ветром, гололедом и ограниченной видимостью на трассе. На дорогах Южного Урала уже образовались крупные пробки, наблюдаются съезды фур на обочины и мелкие ДТП. Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении до улучшения погодной ситуации и восстановления нормальных условий движения. Масштабный оползень уничтожил около 3 километров стратегической дороги Трансверсаль-дель-Караре в департаменте Сантандер в Колумбии. В результате стихийного бедствия оказались отрезаны от транспортного сообщения 25 деревень и поселков, расположенных между муниципалитетами Велес и Ландазури. По данным властей, оползень разрушил более 300 гектаров территории и продолжает развиваться, что представляет серьезную угрозу для региона. Национальное агентство инфраструктуры Колумбии заявило, что для восстановления дороги потребуется не менее 12 месяцев. В настоящее время власти работают над организацией альтернативных маршрутов и обеспечением связи с пострадавшими населенными пунктами. Местные жители выражают опасения, что полное разрушение дороги, являющейся ключевой артерией для региона, приведет к экономическому коллапсу и гуманитарному кризису. Администрация муниципалитета Велес объявила чрезвычайное положение. Сильные проливные дожди вызвали внезапное и масштабное наводнение в городе Касерес в испанском регионе Эстремадура. Всего за полчаса выпало 18 миллиметров осадков. Одной из наиболее пострадавших зон стал район вокруг автовокзала на улице Тунес, где вода превратилась в стремительный поток, уносящий припаркованные автомобили и мусорные контейнеры. Вода также проникла в некоторые помещения самой станции. Местные власти закрыли все городские парки и мобилизовали экстренные службы для устранения последствий наводнения и расчистки улиц от грязи и мусора. Сообщений о жертвах или серьезно пострадавших в результате инцидента не поступало. Причиной столь сильного наводнения власти назвали проблемы с канализационной сетью, которая не справилась с потоком дождевой воды. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. В жилом районе Таян китайского города Даньяна произошло частичное обрушение и образование трещин в стенах многоквартирного дома. Инцидент произошел 1 ноября. По данным Бюро жилищного строительства и развития городских и сельских районов Даньяна, фундамент здания неожиданно начал неравномерно оседать, в результате чего произошла деформация конструкций. Жители нижних этажей первыми заметили трещины шириной до 5
10 сантиметров в стенах и полах, а также легкие вибрации. Через 20 минут на место прибыли первые бригады экстренных служб и эвакуировали всех 120 жителей. Территория вокруг дома была огорожена, граждан призывают держаться подальше от опасной зоны. Вечером в среду жители Москвы и прилегающих регионов наблюдали в небе пролет яркого болида. Явление длилось всего около 4 секунд. По предварительной оценке специалистов, пролетевший объект, вероятно, был частью метеорного потока Тауриды, радиан которого сейчас находится в этом направлении. Если эта гипотеза верна, то скорость входа болида в верхние слои атмосферы составляла около 30 км в секунду. Размер метеороида оценивается примерно в десяток сантиметров. Предполагается, что он полностью сгорел в плотных слоях атмосферы Земли, так и не достигнув поверхности. Сильный снегопад, обрушившийся на Алматы, стал причиной масштабных перебоев с электроснабжением и транспортного коллапса в нескольких районах города. По данным городских служб, после ночных осадков были зафиксированы аварийные отключения электричества в Нурузбайском, Бастандыкском, Алмалинском и Ауэзовском районах. Точное количество обесточенных домов и абонентов пока уточняется. Из-за отсутствия электроэнергии в ряде мест не работали светофоры, что в сочетании с гололедицей и снегом на дорогах привело к образованию многочисленных крупных автомобильных пробок по всему городу. На месте происшествий работают аварийные бригады коммунальных служб и энергетиков, которые занимаются устранением неполадок и восстановлением подачи света. Водителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть предельно внимательными на дорогах. На заводе по производству водородной, азотной продукции и аммиака в Езу-Сити, штате Миссисипи, произошел мощный взрыв, который привел к утечке ядовитых химических веществ в атмосферу. Инцидент произошел на предприятии компании CF Industries. Над заводом поднялось огромное и высокое облако оранжевого дыма. В связи с потенциальной угрозой для здоровья населения местные власти немедленно приказали провести эвакуацию жителей, проживающих в радиусе примерно 2,4 километра от места происшествия, а тем, кто находился дальше, рекомендовали оставаться в укрытии. Информация о пострадавших или погибших в результате взрыва и утечки пока не поступала. На месте происшествия дежурит полиция и службы спасения, территория оцеплена, жителей призывают избегать района инцидента. Сильный ливень, обрушившийся во вторник утром на столицу Демократической Республики Конго, привел к масштабным наводнениям, разрушению домов и серьезным перебоям в повседневной жизни города. Дождь начался утром и быстро привел к критическому подъему уровня воды. Ливневые системы не справились с огромным объемом осадков. Особенно сильно пострадали центральные районы Киншасы, на Триумфальном бульваре, а также в районах Лингвала и Касавубу. На несколько часов возникли пробки. Движение в центре города было практически парализовано. В восточной части столицы, в районе Нджили, затопило улицы и жилые дома. Жители сообщают о повреждениях имущества и перебоях в электроснабжении. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию и направили в пострадавшие районы службы экстренной помощи. Синоптики тем временем рекомендуют не расслабляться, в ближайшие дни сохранится риск дальнейших осадков. Вулкан Килауэ демонстрирует признаки скорого начала 36-го эпизода извержения в своем главном кратере Халеи-Мау-Мау. По данным Гавайской вулканологической обсерватории, наблюдается повышенная активность, предвещающая скорое возобновление фонтанирования лавы. В течение 4 и 5 ноября из южного и северного жерл кратера продолжались переливы дегазированной лавы, при этом потоки из южного жерла становились все более продолжительными и интенсивными. Утром в среду из южного жерла происходили крупные переливы, сопровождавшиеся куполообразными фонтанами лавы высотой 5-10 метров. Эти события свидетельствуют о том, что пробка, избедной газом магмы, выталкивается наружу, а давление в магматической системе вулкана нарастает. Согласно прогнозам, старт 36-го эпизода, который будет сопровождаться высокими фонтанами лавы, наиболее вероятен в период до 7 ноября.
Уровень вулканической тревоги остается повышенным, авиационный цветовой код – оранжевый. Власти предупреждают, что хотя потоки лавы пока остаются в пределах кратера, опасность сохраняется и призывают жителей и гостей острова избегать закрытых для публики опасных зон вокруг кальдеры. Сильный шторм обрушился на муниципалитет Мунис-Фрейре, расположенный на юге штата Эспириту-Санту. Стихия принесла с собой проливные дожди, сильный ветер и град. Интенсивный ливень, продолжавшийся несколько часов, привел к подтоплению улиц и падению деревьев. Сильный ветер повредил крыши жилых домов и коммерческих зданий, а также привел к падению электроопор, из-за чего часть города осталась без электричества и воды. Шторм также затронул соседние города, такие как Консейсан-ду-Каскалу и Гуасуи, где сообщалось об аналогичных повреждениях. Национальный институт метеорологии выпустил желтое предупреждение для Мунис-Фрейре и других городов региона, предупреждая о продолжении сильных осадков в регионе. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию и направили в пострадавшие районы команды спасателей и коммунальные службы. Математическое моделирование и визуальный контроль подтверждают приход к Земле в пятницу 7 ноября крупного выброса солнечной плазмы от вспышки М7,4, произошедшей вчера в середине дня. Всплеск солнечной активности стал результатом выхода на видимую сторону Земли сразу нескольких больших групп пятен, высокая взрывообразная активность которых была обнаружена еще в период их нахождения на обратной стороне Солнца. Прошедшей ночью произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Он ушел к Земле в погоню за первым со скоростью около 1000 км в секунду. Вспышечное событие имеет балл М8,65. Второе облако является еще более крупным и быстрым, чем предыдущее. По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, которое догонит и частично поглотит по дороге. В центральном индийском штате Чхаттисгарх произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, в результате которого по меньшей мере 11 человек погибли и около 20 получили ранения. Авария произошла во вторник в районе города Биласпур. По данным железнодорожной администрации, пригородный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Гевра-Биласпур, проехал на запрещающий сигнал светофора и на скорости 60-70 км в час врезался сзади в стоявший на путях товарный состав. Удар был настолько сильным, что один из пассажирских вагонов оказался буквально на крыше грузового вагона. В числе погибших оказался машинист пассажирского поезда. Разрушительный тайфун Калмаеги, известный на Филиппинах как Тино, вызвал катастрофические наводнения, в результате которых общее число жертв в стране возросло до 114 человек. Еще 127 человек числятся пропавшими без вести. Особенно сильно пострадал город Канлалон, где в результате внезапного и мощного наводнения погибли по меньшей мере 12 человек. Десятки тысяч жителей по всей стране были вынуждены эвакуироваться из своих домов. Власти и спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции в наиболее пострадавших районах. В настоящее время тропический циклон покинул территорию Филиппин и находится в Южно-Китайском море. По прогнозам синоптиков, через пару дней Калмаеги обрушится на центральные провинции Вьетнама, где также ожидаются сильные ливни и штормовые ветры. Героический поступок жителя Тюмени, спасшего тонущую собаку из ледяной воды, попал на видео и получил широкое распространение в местных социальных сетях. Мужчина, рискуя собственной жизнью, вышел на тонкий неокрепший лед, чтобы вытащить животное. Инцидент произошел на одном из водоемов города. Собака, оказавшись на тонком льду, провалилась и отчаянно барахталась в холодной воде, не имея возможности выбраться самостоятельно. Заметив бедствующее животное, мужчина проявил смекалку
выдержку и отвагу. Не имея специального спасательного снаряжения, он лег на большой кусок поликарбоната, чтобы распределить свой вес по поверхности и не провалиться самому. Аккуратно подобравшись к полынье, он вытащил пса за ошейник. После спасения дрожащего от холода четвероногого друга отогрели в доме спасителя. Вскоре нашлась и хозяйка собаки. Женщина рассказала, что отпустила питомца на самовыгул и не ожидала, что прогулка закончится таким опасным происшествием. Крупнейшую в мире паутину нашли в пещере на границе Албании и Греции. Паучий город занимает целых 106 квадратных метров. Стены пещеры полностью затянуты сетью, состоящей из сотен тысяч воронок и их плотных переплетений. По прикидкам ученых, там могут жить около 111 тысяч пауков. Это два вида – Тагинария домастика и Приннеригона ваганс. Причем считалось, что они враждующие, и первый вид пожирает вторых. Однако в этой конкретной пещере, вероятно, благодаря уникальной экосистеме, создались условия, в которых виды не только выживают, но и мирно уживаются как соседи. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.